Всем привет! Буквально несколько дней назад в розничных магазинах ДНС появились объявления о том, что текущие цены на ценниках не актуальны, и покупателям необходимо уточнить актуальную информацию у продавцов. 24 февраля 2022 года сам сайт ДНС, а также его мини-приложение на Android стали давать сбои. А связано это с массовой заменой ценников в магазинах сети ДНС. Чуть позже стало ясно, что магазин поднял цены аж на 30% вверх на всю бытовую технику и электронику. Напомню, что магазины ДНС являются крупной торговой сетью в России и расположены по всей территории в количестве 2200 магазинов. Изначально отмечалось, что изменение цен на технику проходит на фоне скачков валюты. Но неужели это действительно из-за этого? Ведь курс валюты был примерно на одном уровне после этого. Да, и до этого тоже. Также отмечу, что ДНС является одной из первых компаний, которая начала поднимать цены на все свои товары электронного и бытового типа. Конечно же, здесь остается вопрос актуальным. Последуют ли остальные магазины техники по примеру ДНС? Чуть позже в сети было обнаружено заявление гендиректора ДНС Дмитрия Алексеева, где он заявил, что продажи в магазинах выросли в 2 раза, а их работа превратилась в распределение дефицита. Это сказалось на ценах. Рост составил до 30%, и сеть допускает подорожание товаров в будущем. Также в сети публиковались сообщения от компании ДНС о том, что курс доллара и дефицит товара – это не единственная причина роста цен. Речь шла о технологических санкциях, а также о проблеме с поставкой большого количества товаров. Сам я, изначально встретив эту информацию в соцсетях, как-то даже не поверил. Думаю, почему же на 30% именно должен был подорожать товар, и почему именно на 30%. Но позвонив знакомому товарищу, который работает в этой же сети консультантом, он подтвердил эту информацию, сказав, что действительно приходят новые ценники на весь товар, абсолютно на весь, где приблизительно на 30% он подорожал. И в том числе даже на мелкие товары, такие как батарейки, наушники, флешки, на все подряд. Также чуть позже в интернете я нашел информацию, что Федеральная антимонопольная служба будет направлять соответствующие запросы в компанию ДНС для последующей проверки соответствия цен. И если регулятор найдет признаки недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов, он будет принимать меры антимонопольного регулирования. Но пока что магазины продолжают работать в том же режиме, с новыми обновленными ценниками. Я даже сходил в этом, убедился, посетив именно ДНС-магазин и по соседству с ним Ситилинк. Они находятся буквально в 2 шагах друг от друга. Действительно, цены разнятся на одни и те же позиции. Этот ролик я планировал как информационный, собрал информацию как мог, удостоверился в ней. Если у вас какая-то есть иная информация, пишите в комментариях. Также пишите, как вы к этому относитесь и скоро ли это закончится. Меня, как в принципе и многих других людей, этот вопрос очень сильно беспокоит, как неравнодушных любителей электроники.